500-й подписчик получит от нас денежный приз. 500 рублей. Ну, само название интересно. Ослиная шкура. Что такое шкура? Часть животного, если человек ее на себя одевает, значит, он что-то хочет этим сказать. А конкретно, я так понимаю, он хочет спрятаться. Либо показать свою животную натуру какую-то, часть личности. Проявить, да, животную часть. Сначала но вообще изначально, да, проходим какие-то животные, инстинктивные истории, а потом уже человек возвышается, уже переходит на более духовный уровень. Эта сказка больше женская. Конечно. Про рост и развитие, созревание. Угу. Здесь она интересна, очень часто ее интерпретируют как инцестозный опыт, да, то есть убегание от инцестозного опыта, то, что вот отец на нее смотрит, и оттуда хочется сбежать. Но в ней хочется рассмотреть еще такую сторону, которая происходит на самом деле в процессе роста женского, да, там действительно должна умереть мать. Действительно, отец должен признать, да, то есть для хорошего, красивого роста женского отец должен признать девочку самой красивой на земле. И тогда девочка, да, девушка уже во взрослом возрасте не будет искать того, кто это сделает, того, кто это признает. То есть она не будет входить в отношения, недостойные ее. То есть она уже будет входить в отношения, понимая, что она красивая, она достойная. Она не просто красивая, она самая красивая. Угу. То есть мало того, что отец это признает, он убивает осла, да, он делает то, что она хочет. Есть разные версии сказки. И есть у Перо, есть у Гримм. Это сказка, то есть разные события. Мы сейчас не будем входить в детали, в которые в разницу, но смысл в том, что он выполняет все указания, которые дает девушку, дает ей 3 платья, и 4-е является ослиная шкура. И все потом платья уходят в грецкий орешек. И она от него убегает. То есть помимо того, что отец признает, он еще и дает ей статусность. 3 платья, 3 разных платья. Золотое, серебряное и звездное. Но отец, понятное дело, почему он дает. Он в определенный момент съехал с катушек, так сказать, по сказке, по сюжету. Ну, это как воспринимается. Вот. Ну, это как воспринимается социум. Ну, не все то, что воспринимается, действительно есть так. Действительно, может социум и ошибаться в каких-то моментах. Опять-таки, если рассматривать сказку с обыденной, ну вот с того, как написано, это один момент. А если рассматривать сказку с того, что должно произойти в девушке, то есть действительно нужно сепарироваться, нужно уйти. Но прежде чем уйти, отец должен напитать ее ресурсами, то есть признать самой красивой и дать ей наряды, дать ей статусность. И тогда она убегает. Она же не... Мало того, что он дает ей шкуру осла, который что делает? Который монетки производит, когда спит на подстилке. Да, который... Под ним монеты образуются золотые. Который, да, с помощью которого... Зарабатывает, да, с помощью которого составляется казна. То есть он ей отдает все ресурсы. Настолько он ее признает. И эти ресурсы являются защитой для нее. Она одевает на себя как плащ, это является отцовской защитой. Плюс признанием. Плюс еще, да, статусность. И она убегает. Данная ситуация ей не понравилась. Она решила убежать, чтобы... Так она не может стать женой отца. Не может, конечно. Не может стать женой отца. Ну, я так мягко сказал. Ну, так завещает, понимаешь, вот это... Тут интересная история, что завещает ей стать женой отца мать. Вернее, мать говорит о том, что женись на самой красивой девушке, да, ему нужно найти самую красивую девушку, оказывается, его дочь. То есть мать говорит, признай ее красивой, но если он женится на ней, то все. Ну, то есть если девочка является во внутреннем мире, да, в своем внутреннем мире женой своего отца, а такое тоже часто бывает, то у нее невозможно отношения с мужчинами. То есть любой мужчина будет ниже статусом, чем ее отец. В общем, на всех будет подгонять под него. Так сказать, прокрустовало же будет по отцовскому лекалу. Да. Где-то мы вытянем, где-то мы отрубим лишнее. Ну, в основном расходятся в этом месте пары, потому что до уровня отца никто не доходит. То есть это постоянное
соперничество у мужчины, то, что он Не тянет, в общем, на роль отца. не тянет, да, то есть это девочка замужем за папой. И Тяжелый вообще случай. Ну, у нас много тяжелых случаев. Есть мальчики женаты На психологически. матери, Это да? психологически все эти аспекты. Они не внешние, а все это психологически. Но это же можно сказать, то, что это, так сказать, проявление гиперродительского комплекса. Вот есть гиперматеринский, а Да, есть, а как вот отцовский называется? отцовский. Гиперотцовский? Да. Такой же гиперотцовский, где захватывающий, да, он еще кощейский может называться. То есть, получается, это проявление именно... Это Здесь, результат гиперотцовского... да, но здесь он не состоявшийся. Здесь как Мгм. раз-таки вот происходит сепарация, она уходит. Она уходит, проходит через лес, Испытания проходит. она уходит в свое бессознательное, но уходит она с дарами. Вот это вот самый важный момент, то, что она уходит с дарами. Она уходит в защите, спрятавшись, с дарами, да, проникает в дупло, прячется там. Есть там смысл в том, что находит принц, она там еще измазавшаяся в грязи, и становится она посудомойкой в царстве. Ну, я так понял, она замаскировалась, чтобы сойти за простолюдинку. Да, но там хитрая барышня. То это очень хитро, чтобы подальше отойти, но быть в этом же царстве где-то неподалеку. Угу. То есть она уходит, так сказать, подрасти, как я понял, а потом вернуться. Но она не в это царство уходит, и в другом. Ну, в результате в другое попадает, да. Да, то есть она уходит в бессознательное. Лес — это бессознательный процесс. То есть ей нужно погрузиться в бессознательные процессы, соприкоснуться со своим травматическим опытом. То есть что-то продумать, передумать, Ну, проработать. по сути, попадая в дупло, она попадает в утробу. Мгм. Дозреть. То есть в этом моменте нужно дозреть. И там она где-то мажется грязью, да, то есть а насколько я красива, насколько я привлекательна. Познание себя происходит в этом дупле. Когда она чистая, она всем привлекательна. Конечно. Когда она грязная, она уже не так привлекательна. Мгм. Действительно. И И дальше она вот она, с этим играется. и дальше она нарабатывает опыт, и получается вот это вот, как мы в предыдущей сказке, я не знаю, как она будет выходить на самом деле. Ну, да. Вот, как мы рассматривали о том, что, да, Какая сказка? огниво становится посудомойкой, да, почему? Потому что опыт нарабатывает. Она начинает просто С простых работ. делать, Мгм. тем самым привлекая внимание принца. Принца. И там интересный тоже момент был такой. Я сейчас тебя о нем спрошу. Давай, я готова. Она Спрашивай. привлекла принца. Ну, я так понял по тексту, знаешь, не так, чтобы она прямо четко понимала, что она его привлекает. Она его случайно привлекла с помощью теста. А вот что значит тесто вообще вот в этой сказочной индустрии? Сказочной индустрии. Ну, да, интересно, да, можно майку теста, я тест. Что-нибудь такое в сказочной индустрии. Ну, вообще, оно что-то значит, этот Ну, символ, как ты этот думаешь? предмет? Ну, из теста обычно получается заготовка, я так понимаю, Мгм. заготовка для того, чтобы что-то родилось. Мгм. Например, колобок, который катается по Да, лесу и да. грязь собирает. Какой у тебя колобок грязь собирает? Он вообще инстинкты собирает, если Инстинкты, что, там, а не грязь. Ну, А мы, это... кстати, не рассматривали Нет, детские ещё сказки. Нет. Нет. Ну, я же правильно понимаю, что это именно для того, чтобы Ну, что заготовка, такое? чтобы преобразоваться во что-то уже готовое. Ну, а что с помощью теста может показать женщина? Это Конечно. плодородство. Да, то есть, И- что она готова к Где-то рождение, да? деторождению, да. Если в сказках она работает с тестом, то она уже показывает, что она готова. Ну, вообще, как бы проверка женщины, да, там, разобрать Золушка, что там? Ну да, там зернышки перебирала. Обычно есть история перебирать зерно, перебрать зерно или Испытание на внимательность. испытание на умение шелуху отбирать. Ну, то есть брать то, что нужно. Семя Мгм. брать. Самое ценное, самая суть. Познание сути. А дальше в это, как там его, в царевна лягушка, что сначала печет хлеб, то есть плодоносящая или я. Мгм. Дальше что? Ткет. Что это, о чем это? Могу делать руками предметы. Могу сотворять жизнь. То есть вот это ткань, полотно жизни. Могу ли я жизни или нет? Мы про куколку рассматривали, нет? Да, рассматривали. Рассматривали. Ну вот, да, то есть умею ли я ткать свою судьбу?
То есть принадлежу ли я сама себе, получается? Да, да, То да. есть могу ли я своими руками делать свою судьбу? Да, и далее, да, еще создавать миры. Ну, то есть, если мы царевну лягушку смотрим, там Мгм. кости, вино, кости, все это совмещать и создавать миры. А здесь происходит, да, тесто. То есть могу ли я плодоносить, Мгм. создавать тело? А что значит тогда кольцо в контексте этой сказки, которое случайно там оказалось? Ну, кольцо, а что означает кольцо вообще в Кольцо жизни? вообще означает символ принадлежности к чему-то Ну, для чего или мужчина и чего-то. женщина? Для чего Показывает, что мужчина? они принадлежат друг другу. Ну, Принадлежность, то есть ссылы, как говорят в программировании, ссылается на своего мужа, а муж ссылается на нее. И все знают, что они женаты. ну, то есть, по сути, союз, да, они Да, союз. обозначают кольцом союз. А если посмотреть форму кольца, Круг. круг, и это целостность. Да, абсолютно. То есть, соединив две части, ты становишься целостным. В принципе, других-то форм колец не видел, кроме круга. Ну, сейчас-то уже это много разных, но в основном круг. Мгм. Форма круга, потому что это целостность. Соединив мужское и женское, мы приходим к целостности. Соединив в себе мужскую и женскую энергию, соединив в себе папу и маму, человек приходит к целостности. То есть к тому, к чему он шел, в принципе, все это время. Да. Ну, он может дальше расти. То есть, соединившись, уже ты творишь свою жизнь. Да? Почему проверяются? Может она со мной творить свою жизнь или не может она со Мгм. мной творить свою жизнь? И вот она снизу, да, начинает сотворять. Пытный принц, в общем, посмотрел в замочную скважину и обалдел. Вообще и спать, не есть не мог, и температурить начал от Ну, того, когда ты что перевозбудился. когда ты сталкиваешься со своей душой, ты не можешь ни есть, ни спать. Да, я забыл, что в сказках женская — это же душа, дух. Ну, одно из, да, душа. А можно сказать, что это как инь-янь? Вот Ну, женское, так и мужское. есть, конечно. Ну, Мгм. соединение мужского и женского через какие-то такие. Как интересно, его перекрыло. Ну, а когда влюбляется мужчина, его разве не перекрывает? Ну, это так приятно. И даже не замечаешь, где-то там перекрытый. Да, ну А то тут есть. явно он прямо так. Ну, опять же, я прямолинейно смотрел. Там и Мгм. температура была, лихорадка какая-то, все очень так Ну, жестко. болеть начинает. Ну, ты сталкиваешься с чем-то большим, чем ты сам. У тебя начинает, перерабатываться, трансформироваться жар. Дух начинает вставать, воспревать. Жар. И у принца, ему, кстати, повезло, что у него родители понимающие, Мгм. которые говорят: сынок, что чем ты там опечален, на тебе вот это, хочешь вот это, Но они что допитывают хочешь. его. Да, помогают Начинают ему, допитывать. поддерживают. Допитывают, и родительские части, они благословляющие в этом варианте. Разные варианты сказок. Мы с тобой Мгм. вообще разные читали. Ну, это же прекрасно. Конечно. Это значит, что как минимум какую-то часть населения когда-то это беспокоило, что они написали разные варианты. Ну, это мотив достаточно распространенный. Сказки же, они такие достаточно распространенные. Вообще, некоторые сказки основываются на ритуалах, на обрядах. Мгм. А здесь есть какой-то обряд в этой сказке? Ну, и есть, Это связано, наверное, со шкурой, да, с Линой? да. Когда она прячется, наверное, туда, как шаманы древние, Ну, шаманы действительно прячутся. которые Есть. медвежьи шкуры одевали. Ну, это же не просто так они медвежьи шкуры одевали. Ну, там Мгм. в зависимости от континента, в Ну да. зависимости от различных историй. Да. И осел, да, он имеет такую историю, что а, г- где-то это священное животное, а где-то это шутовое животное. Ну, то есть такой трикстерный персонаж, меняющий персонаж. Значит, он настолько был расстроен, что родители пошли на любые его желания и запросы, и они попросили всех согнать вообще там от самого высокого статуса к самому нижнему, то есть чтобы никто не обошелся без внимания. Мгм. Получается, он вот этим символом целостности просто подбирал, кому подойдет это кольцо, да? Да. Кто достоин? Или Кто чье оно? его? Чье оно, да? Кто его, конечно. Он же не был с ней, он ее просто видел. Он у них вот этот вот контакт, он был Через замочную скважину. через замочную скважину, да, то есть он не знает, кто она, а она же прячется. То есть вот это вот контакта глаза в глаза не состоялось еще.
И только через символ, через символику они могут соединиться. Вот у меня, знаешь, еще Ну, это такой... история про Золушку и туфельки. Ну да, похоже очень. Мгм. Только у меня здесь, знаешь, какой вопрос закрался? Неужели никто не нашелся в этом огромном царстве с таким же пальцем, с тонким? Слушай, ну Почему именно вопрос, вот один к одному? ну вопрос же люди соединяются по своим таким, по своему опыту, Угу. и навряд ли найдется там человек, который ты действительно, да, можешь встречаться с 10, но в союз ты войдешь только с одним. Ну да, здесь то никто еще никому не удавалось. Нет, гаремы, пожалуйста, но это тоже Ну и осознанно. то там, по-моему, есть любимые, есть менее любимые Ну, жены. там история про то, что сбор энергии, то есть чем статуснее мужчина, тем он как бы он показывает о том, что он может содержать больше. То есть это Мгм. для него наработка энергетического опыта. Но У это уже другие каждого, сказки. да, у каждого такой свой потенциал в этом месте. Потому что женщины — это те, кто энергию аккумулирует. Мужчины, которые добывают, а женщины, которые аккумулируют. То есть вдохновляет мужчину Да, на да, добывание. да. То есть чем больше у женщин запросов, тем больше вдохновлен мужчина. Или расстроен, смотря какой мужчина, да? Ну, смотри, во всем же есть смыслы, да, во всем есть смыслы. Чем больше мужчина балует свою женщину, тем он потенциальный становится. Ну, это всегда приятно. Ну, ты, считай, балуешь свою внутреннюю женщину, ты в контакте со своей анимой. А это очень важно, кстати, быть в контакте. Ну, если ты исполняешь желания своей женщины, то у тебя повышается потенциал, она тебя энергию как бы заряжает тебя на подвиги, на освоение больших территорий. В результате в конце, в самом, всех вообще протестировали они. Поняли, что ни одна не подходит ему. Ну, опять через контакт, да, то Через есть контакт. он искал контакт со своей душой, с которой он уже, да, которую он уже видел. А тогда какое место он занимает в этой системе, если женщина — это душа, а мужчина — это тело? Дух. Да, вот, кстати, как раз сказка, когда женщина инициирует отношения. Ну да, тут получается принц страдать только. Ну, он такой страдалищный. Ну да, такой немножко Но он принц, меланхоличный. он по статусу все равно принц. Ну, конечно. Вот принц может быть любым, больным, кривым, но он же будет принцем. И у него достаточно сильные родительские фигуры. Угу. Поддерживающие еще такие. Да. И вот они соединяются, дух и душа. Угу. Союз мужского, А это такое женского, бывает мужчины еще, и дух и женского. душа? Дух — это мужское мужество, наверное, да? Вот ты про Мужской это. потенциал, да. Угу. Душа, женский потенциал. А бывает соединяются, бывает не соединяются, бывает не находят душу. Печально. Ну, очень много таких. Жизнь ради того, чтобы выжить, пожалуйста, там души, о душе даже речи и нет. Тут же вопрос же в одной части личности это соединяется. Мужское и женское соединяется в единое целое в одной части личности. Вопрос, да, когда мы говорим с тобой о духе и душе, у всех же тоже какие-то свои есть понимания, понятия о том, что такое дух и что такое душа. Дух — это вот то, что находится в теле, такой огонь, такая жизненная история. То, что стремится куда-то, это мужская такая ипостась. А душа — это то, что выше, духовная, божественная суть. И вот это соединение мужского и женского приводит к становлению человека человеком. Очень крутая работа проделывается в этот Да. момент. Ну, душа же может прятаться, и она может прятаться, да, под чем-то грязным, под чем-то невидимым. Ее же тоже разглядеть нужно. Увидеть замочную скважину. Да, вот в ослиную шкуру спрятаться. Да. Найти ее знак, найти ее символ. Попробовать всех, упустить. да. Да, потом найти ее среди Мгм. тысячи. Ведь мы встречаем человека одного единственного среди тысячи людей. Ну да. Да. Потом, когда она открылась, кто она на самом деле, то есть, получается, узнать ее еще. Да, ну то есть Соединиться, а потом начать узнавать. сначала увидеть ее в таком животном варианте, а потом увидеть ее духовность. Ее потенциал еще такой вот раскрывается в смирении. Ведь она моет посуду и моет посуду. Она же не стремится стать королевой, но при этом ищет контакта с принцем. Но вот такого вот прям, как обычно в сказках, да, там в Золушке, да, вот эти вот части, они же искали контакта перед принцем, выпендриваются,
Потихонечку, но свое дело знает. Душа ищет контакта с духом, и дух ищет контакта с душой. Просто сигналы иногда проскальзывают мимо человеческого восприятия. Ну, либо человек сам не хочет их видеть. Так для того, чтобы их видеть, нужно находиться в моменте. Их нету ни в прошлом, ни в будущем, только в моменте. Только здесь, сейчас, да. Конечно. Пресловутая здесь и сейчас. Да? Взрослость. И дальше опять начинается обычная жизнь. То есть дальше сами правьте там, как хотите, Да, что делаете. да, да. Главное, чтобы были счастливые Счастливые, радостные, да. Развивали. друг друга. Они, когда Одно целое. воцаряются, да, становятся королем, да, и королевой, Угу. они не только развивают друг друга, у них в управлении царство. Ну, если же они будут в первую очередь себя не развивать, то и царство будет такое же. Вопрос, где они будут зациклены. А если они будут зациклены друг на друге, навряд ли разовьется царство. То есть тут вопрос, когда происходят сказки их воцарения, происходит такое принятие ответственности не только за себя, но и за все царство. Да, абсолютно верно. Вот, то есть этот момент не надо упускать. А чаще всего как раз-таки в действительности происходит зацикливание друг на друге и непринятие ответственности. За свое царство. Конечно. И там в этом месте начинается беда. А царство в обычной жизни называется, по-моему, быт, если мне не... Все верно. Как ни странно бы это ни звучало, это действительно быт. Но быт у всех свой, да? В каждом Да, свое царство. совместность. Совместность. И в этом царстве и государстве потом начинается... Либо конфликт, либо, наоборот, процветает. Все зависит от того, Какие цари. да, как умеет решать какие договоренности, и умеется ли это решаться. Это очень круто. Да? Управлять своей жизнью. Так что, дорогие зрители, управляйте своей жизнью и наслаждайтесь ей. Мгм. Жизнь — это кайф. Счастье в обыденности, как бы Да. странно это не звучало. Реально. Мгм. В каждодневном деле. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки обязательно и делитесь этим видео в комментариях. А еще также напомню, что 500-й подписчик получит от нас 500 рублей. Знаешь, что интересно? Мойте посуду, да, и будет вам счастье. Да, особенно вовремя. И мойте полы, да. Ну, видишь, она же там посудомойка. Да, Я оно- тебе про это. То есть смирение — дело не своего дела. Мгм. И не ожидания, похвалы, награды, ничего не Нет. ожидай. Нет, но она так... Кольцо-то она подкидывает Мгм. в разных вариантах, да, в твоем варианте про тесто, а есть она, где в суп подкидывает. То есть напитавшись, да, столкнувшись с этим, ты можешь почувствовать контакт с самостью.